Когда он завтракал на своей веранде, он заметил движение среди кустов, вдали подозревая угрозу он. Остался на своем месте, ожидая, чтобы увидеть, что появится, из-за растительности внезапно появился. Волк, заставивший кровь Джона замереть сначала, он хотел быстро подняться и убежать в хижину, но затем услышал тихий стон, который, остановил его звук, не походил на типичный вой волка, скорее это было похоже на зов о помощи, который издает животное, когда оно ранено, не смог проигнорировать этот зов. Джон решил помочь волку, несмотря на риски, осторожно он подошел к волку, сначала полагая, что животное ранено и нуждается в медицинской помощи, однако при ближайшем рассмотрении он понял, что волк просто жалуется, как будто пытается с ним связаться. Интеллект волка удивил его, переиграв все истории, которые он когда-либо слышал о животных, совершающих замечательные поступки. Вот оно перед ним было уникальное существо. Подойдя поближе, волк укажет гудком на безжизненное создание. Сначала Джон подумал, что это молодой волк, но вскоре удивился, обнаружив, что это что-то совершенно другое. Это была лисичка. К сожалению, она казалась безнадежной, несмотря на то, что он чувствовал себя неуверенно и непривычно. Что-то внутри Джона побудило его действовать. В конце концов, он был врачом, и любой нуждающийся пациент заслуживал помощи, независимо от вида и физического состояния. Он побежал в хижину и вернулся со своим медицинским чемоданчиком. Действуя инстинктивно и профессионально, его руки двигались с мастерством, которое он думал, что забыл. В этот момент он увидел надежду и почувствовал новое чувство назначения. Ранее, когда он брал свои медицинские инструменты, он чувствовал себя неудачником, но сейчас он начал верить, что снова может оказать положительное влияние на жизнь другого существа. Врач работал неустанно над лисичкой, которая казалась нежива, стараясь восстановить ее сердечный ритм. Волк пристально наблюдал за работой врача, каким-то образом поддерживая его эмоционально. Когда Джон был на грани отчаяния, он заметил слабое сокращение лапки лисички. Это придало ему смелости продолжать лечение, и вскоре лисичка издала слабый, но слышимый звук. Джон был в восторге, понимая, что спас жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.